Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить традиционное закарпатское печенье под названием кифлики, и которое готовится очень просто и всего из 4, максимум 5 ингредиентов. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем с теста. Для этого нам понадобится 450 граммов пшеничной муки. Я предпочитаю муку всегда просеивать, но в данном рецепте это не обязательно. В муку добавляем 200 граммов смальца, который можно вытопить как из свежего, так и из соленого сала. Руками перетираем муку со смальцем до образования очень жирной крошки, которая легко собирается в плотный комок, если крошку сжать в кулаке, и который также легко рассыпается обратно в крошку, если на него нажать пальцем. В получившуюся крошку добавляем 200 граммов сметаны, у меня 20%. И быстро замешиваем тесто. Долго вымешивать его не нужно. Как только все содержимое миски удалось собрать в один однородный комок, можно смело останавливаться. Тесто должно получиться вот таким вот мягким и абсолютно не липнущим к рукам. Оно должно напоминать очень мягкий, податливый пластилин. Для удобства рекомендую разделить тесто на несколько частей. Выкладываем тесто в подходящую емкость. Затягиваем емкость пленкой и убираем в холодильник как минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Через время припыляем мукой рабочую поверхность и достаем наше тесто из холодильника. Берем одну часть теста, выкладываем ее на рабочую поверхность и раскатываем в тонкий пласт, не толще 1-2 мм. Затем разрезаем пласт теста на небольшие квадраты или треугольники. Размер этих заготовок я не озвучиваю, поскольку он напрямую зависит от того, какого размера вы хотите получить кифлики на выходе. Теперь нам понадобится начинка. У меня это варенье из розы, которого у меня ушло около 400 граммов. Выкладываем на квадратик теста небольшую часть варенья и немного его размазываем. А затем скручиваем в рулетик, начиная с одного из углов начинкой вовнутрь. Получившуюся заготовку выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И по такому же принципу формируем заготовки кифликов из остального теста. Отмечу, что в качестве начинки не обязательно использовать классическое варенье из розы, так называемую ружу. Подойдет абсолютно любое повидло или густое варенье. Также очень вкусными получаются кифлики с маковой или ореховой начинкой, карамелизированными яблоками или вяленой вишней. В общем, как вы поняли, начинку можно использовать любую. Противень с заготовками кифлики отправляю в предварительно разогретую до 170-180 градусов духовку, где наше печенье будет выпекаться на протяжении 20-25 минут до красивого золотистого цвета. Готовое печенье достаем из духовки и оставляем на столе до полного остывания. Кстати, кифликов получается достаточно много. У меня получилось 2 противня. И это приблизительно вот такая куча. Поскольку сами по себе кифлики получаются умеренно сладкими, их традиционно принято обваливать в сахарной пудре, которой на получившееся количество кифликов понадобится около 100-150 граммов. Еще раз уточню, в сахарной пудре обваливаются уже остывшие кифлики. И да, сразу предупреждаю, несмотря на то, что кифлики всегда получаются очень вкусными и ароматными, у них есть один, но очень большой недостаток. Они как семечки, и от них невозможно оторваться. Поэтому рекомендую готовить сразу двойную, а то и тройную порцию. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!